Сегодня у нас обалденнейший рецепт, друзья. Вот такие вкуснятины у нас получатся с сюрпризом внутри. Посмотрите, как они на ощупь, какие красивые. Для этого я беру сливочное масло, помещаю на разогретую сковороду. Далее я беру несколько грибов, в моем случае это шампиньоны. Пока я нарезаю шампиньоны, я расскажу, что они помогают улучшить настроение и укрепляют кости. А также грибы содержат витамин D, очень полезный нам. А также грибы увеличивают энергию, которая у нас содержится. Буду рад, если вы напишите в комментариях, из какой страны, из какого города вы смотрите данное видео. Мне приятно осознавать и читать, где вы находитесь. И так я понимаю, я был в вашей стране, в вашем городе или не был. И если был, мне приятно вспоминать эмоции, которые я испытывал, находясь в вашем прекрасном месте. Советую, друзья, также подписаться на этот канал. Почему? Потому что я стараюсь находить и готовить рецепты, которые не только вкусные и полезные, что немаловажно, но и простые. Теперь я нарезаю картофель. Картофель я нарезаю по своей методике. Я его нарезаю пополам. Каждую половинку пополам. И каждую пополам еще на две части. Видите, пополам и на две части. Так картофель варится гораздо быстрее. Пока у нас на сковороде шкварчит грибочки с маслом, соединяются вкусом, я взял последнюю картофелину, которую нарезаю похожим методом, который я писал выше. Далее все беру горсть вот такой нарезанной вкусной картошки, отправляю в емкость, в которой она будет вариться до готовности. Заливаю водичкой, беру сольки, вот этой сольки, пол чайной ложечки вполне будет достаточно, и чуть-чуть черного молотого перца отправляю на огонь. И пока наша картошечка будет вариться, я беру лук. Лук прекрасно соединяется с грибами на сковороде, а кроме того он обладает противовирусными, антибактериальными, противоглистовыми, противогрибковыми, в общем, чем он только не обладает. Но мы добавляем его в данный рецепт ради вкуса, поскольку лук и грибы, они очень дружат на сковороде, ну просто не разлей вода, друзья. Поэтому нарезанный лучок мы отправляем на сковороду дружить с грибами. Там он соединяется вкусом в единую симфонию. Но вкус был бы не очень гармоничный, на мой взгляд, не взяв мы 3 зубчика чесночка. Чесночок я предварительно придавливаю вот так вот поверхностью ножа. Потом я нарезаю на полосочки вдоль. Давайте посмотрим, что у нас творится на сковороде. Ой, все шкварчит, красота. Далее полосочки нарезаны, и скоро они вот на эту сковороду отправятся. Теперь нам надо измельчить на более мелкие детали чесночок, что мы сейчас и сделали. Берем эту горочку и отправляем дружить с грибами и с лучком. С любовью это все перемешиваем, соединяем вкусы и творим кулинарную магию. Туда отправляем 2 столовые ложки томатной пасты. Если под рукой нет томатной пасты, но есть кетчуп, это примерно будет то же самое. Смело добавляем кетчуп. Далее нам надо взять 1 помидорку среднего размера.
Помидорка быстренько нарезается, а пока она нарезается, я скажу, что помидоры являются отличным источником калия и множества витаминов. Кроме того, помидоры особенно богаты важными веществами, которые укрепляют наш иммунитет. И, кроме того, они очень вкусные, что тоже немаловажно. Помидорка нарезана, и она отправляется прямиком дружить с нашими ингредиентами. Мы все перемешиваем. Вот такая красота. Но нам надо добавить еще сладкий перец. Он прекраснейше соединяется с нашими предыдущими компонентами, гармонично сочетается, я бы так сказал. И от этого симфония вкуса становится еще более прекрасной. Сладкий перец нарезан на большие фрагменты, потом каждый большой фрагментик нарезается на более мелкие. Кто не подписан, подписывайтесь. А мы в это время уже дорезали перец на мелкие кусочки, которые отправляем в нашу сковороду. Итак, наш рецепт уже практически готов. И наше блюдо уже практически готово. Осталось просмотреть картошечку, насколько она готова. Да, она уже разварилась. Прекрасно. В это время надо сковороду снять с огня и дать остыть нашим ингредиентам. Пока мы взяли картошечку, отделили ее от воды, в которой она готовилась, поместили в емкость, и нам надо нарезать укропчик. Укропчик и картошечка — это вот настолько они сочетаются прекрасно. А кроме того, укроп способствует снятию головной боли, нормализует режим сна. И, в общем, что он только не делает, даже аппетит повышает. Смело добавляем его к картошечке. Своим любимым тесачком я все нарезал мелко и отправляю в емкость с картошкой. Далее я взял 2 столовые ложки крахмала, перемешал немножко и взял еще остатки сладкого перца. У меня чуть-чуть оставалось. Очень тоже неплохо сочетается. Если нет сладкого перца, можете обойтись без него. Вот если вы заметите, у меня получились крупные фрагменты картошечки остались. И теперь все нам надо хорошенько измельчить вот такой вот или другой толкушечкой. Далее я беру паприку, добавляю и соль добавляю в нашу сковородочку. И, наконец, черный перец. Я люблю специи. Если вы специи не любите, вы можете пропустить этот шаг. Так же, как и добавление прованских трав, которые я только что сделал. Далее идет петрушечка. Петрушечка измельчается. Очень быстро тесачком, с любовью все это делается. И добавляется на нашу шкварчащую сковороду. Друзья, не забудьте перед тем, как всю массу со сковороды добавлять в тесто, не забудьте дать остыть сковороде. Это важный такой этап, который желательно не забыть. Далее все перемешивается, петрушечка соединяется вкусами. Далее я взял вот такой противень, взял вот такие вот цветастые штучки силиконовые, которые я промазываю сливочным маслом. Промазываю я это все пальцем, но можно это все сделать гораздо быстрее при помощи растопленного сливочного масла на водяной бане и обычной кулинарной кисточки.
Вот, я решил пойти не легким путем, а путем вот таким вот. Далее при помощи ложечки мы помещаем все в эти такие корзиночки, где ложкой движениями простыми распределяем все по боковым поверхностям. Советую, друзья, подписаться. Впереди много полезных рецептов. Все распределено по поверхностям этих корзиночек. И далее толкушечкой я утрамбовал дно. Тоже тем же составом из картошки. Следующим компонентом, уже практически завершающий компонент, у нас сыр. Сыр уже натирается гораздо быстро, вот такой вот горочкой. И теперь посыпается на дно этих корзиночек. После того, как сыр помещен в каждую корзиночку, мы накладываем остывший, повторяю, друзья, остывший состав из нашей сковороды. Вот такая красота получается. И сверху укладывается сыром. Все, наши штучки готовы, и они отправляются готовиться. Пока готовятся наши основные штучки, я решил приготовить вкусный салат. Для этого я взял вкусные, сочные, зеленые листья крупные салата. Отправляю в стеклянную емкость. На самом деле быстрый рецепт салата. Очень вкусный салат, кстати. И прекрасно сочетается с нашими основными пампушечками. Далее я взял сладкий перец. Нарезаю на крупные части. И каждую крупную часть я разрезаю на вот такие макаронины. И эти макаронины уже у нас превратятся в вот такие кубики. Кубики не сильно мелкие и не сильно крупные, среднего размера. В общем, как вы видите. Все это отправляем к нашему салату, листьям салата дружить. Далее нам надо взять помидорчик. Точнее, 2 помидора мы берем, нарезаем быстренько пополам. И каждый половиночку помидора нарезается на фрагменты, которые вы любите в салате. Я люблю крупные фрагменты, чтобы присутствовали в салате. Все это накладывается горочкой в салат. Очень красиво смотрится. Чуть-чуть сладкого черного перца, простите, добавляю. Прованских трав. Прекрасно сочетается. Далее я беру огурец. Отрезаю у него перед и зад. Делю его напополам вдоль. И каждую половинку я разрезаю тоже на макаронины. Вот такие длинные макаронины, которые в дальнейшем разрезают на фрагменты. В моем случае это не крупные и не мелкие фрагменты. Ну, в общем, каждый так, как любит, нарезает. Все нарезали. Все это дело отправляем при помощи кулинарной лопатки в наш салат. И у нас уже практически все готово. Я взял сыр фету, нарезаю прямо в емкости, в которой он продавался, на такие вот квадратики. И прямо выгружаю, как есть, из этой емкости прямо в нашу миску с салатом будущим. Очень прекрасно сочетаются в этом салате все ингредиенты с маслинами или с оливками. Примерно одно и то же. Я взял баночку, отделяю маслины от или это оливки. Напишите в комментариях, кто разбирается.
друзья, я их путаю все время. Поэтому в комментариях, я думаю, будет интересно увидеть. Далее этот салат очень прекрасно сочетается с соком лимона. Кстати, вот советую подписаться. И сок лимона, вот если не добавить в этот салат, то будет, на мой взгляд, не то. Не то. Поэтому одна маленькая манипуляция по получению сока из цельного лимона, она очень обогащает данный салат. Итак, у нас уже салат практически готов. Осталось его заправить маслом. Вкусным маслом. Можно оливковым, можно холодного отжима. У кого какое масло есть, какое вы любите. Друзья, пока я перемешиваю салат, сейчас буквально вы увидите готовое блюдо, которое я достану из духового шкафа. И мне очень интересно, насколько вам понравился данный рецепт по 10-бальной шкале. От 1 до 10, где единица это вообще не понравился, а 10 баллов это очень понравился. И если вы напишите в комментариях, я сразу начну понимать, насколько ценным был для вас этот рецепт и насколько я постарался, на все 100% постарался. Или мне есть еще куда расти. Поэтому ваша обратная связь для меня будет очень и очень важна. Я посыпаю укропчиком наши готовые штучки. По-моему, смотрится очень аппетитно. Друзья, вот в комментариях напишите, кто вот подписался, напишите, друзья, вот вам аппетитно смотрится или нет. Скажу прямо, это очень вкусное блюдо получилось. Оно гармоничный вкус имеет. И с этим салатом оно, вот без салата, наверное, не так было бы. А вот с салатом очень-очень-очень вкусно. Приятного аппетита, друзья. Буду рад вас видеть в новом рецепте и рад прочитать ваши комментарии. Пока-пока.